Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова, я психолог и кандидат биологических наук, и вы на моем канале, где я рассказываю о расстройствах пищевого поведения. Сегодня буду рассказывать об очень интересной вещи. Это о том, каких партнеров выбирают себе люди с расстройством пищевого поведения. Я имею в виду мужей, бойфрендов, жен. Но, что важно сказать, речь идет не только о любовных отношениях, это вообще про то, какие типы отношений строят люди с РПП не вообще, а относительно их РПП. Как ведут себя их родители часто, друзья, братья и сестры, ну и, конечно, любимые в отношении их РПП. Но прежде чем я начну, как всегда, я вас прошу подписываться на мой канал, ставить лайки, обязательно подписывайтесь, пожалуйста, и комментируйте, потому что мне часто говорят, что мои видео помогают, что информация, которая в них содержится, очень интересная. Ну, мне часто говорят уникальная, но я человек скромный, поэтому скажу интересная. Вот, и простите. И мне очень-очень хочется, чтобы больше людей с расстройством пищевого поведения находили эти видео и получали помощь хотя бы через видео, потому что это не только, я надеюсь, полезно, но и бесплатно, что немаловажно. Поэтому, пожалуйста, лайкайте, подписывайтесь и комментируйте. Так вот, партнеры людей с расстройством пищевого поведения. Как я уже сказала, и это очень-очень важно понимать, что это вообще типы отношений. Родители бывают точно такими же, например, или какие-то другие, любые близкие люди, с которыми вы живете или не живете, с которыми вы общаетесь, но чаще, конечно, живете. И это 6 типов партнеров. 5 из них, 5 этих типов — это деструктивные партнеры и 1 конструктивный. И я их все назову и быстренько пробегусь по их характеристикам. И если вы узнаете в каком-то из этих типов своего партнера, вы будете знать, что в ваших отношениях что-то не так. А если вы сами родственник человека с расстройством пищевого поведения, вы будете знать, что, может быть, вы что-то делаете не так. И, соответственно, подкорректировать. Так вот, каких партнеров обычно выбирают люди с расстройством пищевого поведения? Первый тип партнеров, очень часто встречающийся, очень, особенно родители такими бывают часто, но и мужья и жены тоже. Любящие мужья и жены — это потакающий партнер. Кто такой потакающий партнер? Потакающий партнер — это человек, который делает все, что вы хотите. Вы хотите на диету? Хорошо, дорогая, будем на диете. Вы хотите вкусненького? Хорошо, дорогая, будет тебе вкусненького. Плюшечку? Хорошо, дорогая, будет тебе плюшечка. Ты хочешь похудеть, но хочешь плюшечку? На тебе плюшечку, ты же так любишь плюшечку. Кушай, дорогая. Вот эти потакающие партнеры или потакающие родители, которые делают все, что хотят их близкие, даже если это желание явно деструктивно. Явно деструктивно. Такие партнеры включаются в эту игру. То есть давай мы будем питаться только вот так. Давай ты будешь делать то-то или то-то. Давай ты будешь приносить мне любые вкусности в любых количествах, ты будешь забирать меня из больницы тогда, когда я этого захочу, чтобы ты меня забрал, например. То есть я туда легла, а потом я решила оттуда уйти, давай забирай. Ты принимаешь все, что я делаю, даже если я сама себя разрушаю. Даже если я врежу себе. Потакающий партнер из любви помогает человеку с РПП вредить себе. Например, ты хочешь запереться у себя в комнатке и не выходить оттуда месяц? Хорошо, дорогая, я не буду тебя беспокоить. Лежи, пожалуйста. Ты хочешь бросать в меня предметы? Ничего, я потерплю. Бросай в меня предметы. И, конечно, очень-очень часто такие потакающие партнеры бывают у людей с анорексией и у людей с перееданием любого типа. У людей с перееданием они приносят и приносят и приносят еду бесконечно.
А у людей с анорексией они соглашаются на любые вот эти анорексические игры с едой и загоны и тоже поддерживают таким образом болезнь из любви, чтобы любимый человек не нервничал, не переживал, не расстраивался. К чему это приводит с точки зрения РПП? Это его поддерживает. Это поддерживает РПП, безусловно. Это не дает вам возможности справиться с РПП, потому что в любой момент, когда вам будет хотеться свернуть с дорожки, этот партнер потакающий, он вам поможет это сделать. Второй тип партнеров, деструктивных партнеров, это саботирующий партнер. Это очень интересная история. Саботирующие партнеры чаще всего встречаются у людей с компульсивным перееданием и булимией. Анорексию трудно саботировать. А точнее, когда вы саботируете анорексию, что важно сказать, что люди саботируют? Что саботирует саботирующий партнер? Он саботирует выздоровление. Он саботирует выздоровление. То есть, как это выглядит у саботирующего партнера? Вот ровно в тот день, когда вы заявляете, что вы готовы бороться со своим РПП и, например, готовы перестать переедать, и хотите, чтобы триггерных продуктов не было в доме, ровно в тот день они и появятся. Вот это тот партнер, когда вы ему говорите: все, я решила, что я должна это прекратить, я должна похудеть, я должна сесть на диету, и тут он приносит плюшечки. И вы говорите: ну подожди, ну я же тебе сказала, что я на диете. Он говорит: а ты не ешь? А это вообще не для тебя. Это для меня, я сам съем. И оно лежит, пока вы это не съедите. У людей с булимией это, как правило, триггерные продукты. То есть это когда вы изо всех сил стараетесь эти триггерные продукты не есть, а они появляются и появляются и появляются. И вы уже 10 тысяч раз сказали, что у меня из-за этого будет срыв, пожалуйста, не приноси этого. А тебе говорят: ну, я для себя, ну не ешь. Тебя же никто не заставляет. Я сам съем. Ты не обращай внимания, я сам это все съем. Этого никогда не происходит. Это будет лежать ровно до тех пор у вас на глазах, где-нибудь на столе, на видном месте, пока вы не сорветесь. И потом вы будете винить себя, ненавидеть этого партнера, ненавидеть эту еду, рыдать и наталкиваться на полнейшее непонимание. Ну блин, ну как бы, ну ладно, ну извини, ну хорошо, а потом все повторится. Вот этот саботирующий партнер, почему он саботирует ваше выздоровление или вашу борьбу с РПП? По каким-то своим причинам. То есть не то, чтобы у него был план не дать вам выздороветь, нет. Но там какие-то страхи о том, что вы изменитесь. Там какие-то представления о том, что то, что вы делаете, это неправильно, и поэтому возникает саботаж. Там какие-то, то есть там какие-то свои процессы в голове у человека, но в результате он саботирует ваше выздоровление. Или, например, там человек с анорексией вот только-только начал есть и набирать вес, а ему говорят: что ты поправилась. Или типа: ой, смотри, как у тебя жирочек-то появился. И все. И человек уходит назад в полный отказ, перестает есть. Ему говорят: ну как же так? Ну смотри, ну ты же только начала выздоравливать. Почему ты опять ничего не ешь? А как только опять человек начинает что-то есть, например, да, вот, кстати, я сказала, в основном это булимия, компульсивное переедание. Нет, это когда партнер, а у людей с анорексией бывают саботирующие родители. Это когда ребенок с анорексией начинает вот только-только приходить в чувство и есть, и что-то происходит. Какой-то жуткий скандал между родителями. Этого ребенка в чем-то обвиняют, на него нападают, и ему объясняют, что он там такой-сякой, и он уходит в откат. Или ему вдруг сообщают: что ты много стал есть. Как-то это немного? Ты уверен? Это немного? И он уходит в откат. То есть родители бывают саботирующие. Партнеры – это в основном булимия, как я сказала, и компульсивное переедание. Третий тип деструктивных партнеров – это конкурирующий партнер. Кто такой конкурирующий партнер? Конкурирующий партнер – это когда вы ему говорите: у меня РПП,
Он говорит: о, у меня тоже. У меня тоже РПП. Вы ему говорите: у меня депрессия. Он говорит: у меня тоже депрессия. Вы ему говорите: у меня там навязчивости. Он говорит: слушай, вот то же самое. Вот как только я что-то начинаю делать, у меня такая навязчивость. Или вы ему говорите: у меня РПП. Он говорит: а у меня сердце больное. Например. То есть это партнер, который... Вы не можете от него получить помощь. Вот в чем особенность. Вот, то есть все три типа партнеров: потакающий партнер, саботирующий партнер и конкурирующий партнер, вы не можете от них получить помощь. Потому что первый делает все, что вам не заблагорассудится, даже если это самое, что не есть деструктивное поведение. То есть, если такой партнер, вы ему скажете: я хочу в окно выпрыгнуть, он вам табуреточку принесет, чтобы вам только хорошо было. Второй партнер, он будет делать все, чтобы вы не выздоровели, бессознательно, возможно, не осознавая, что он делает. Третий тип партнера, вы тоже от него не можете получить помощь, потому что ему все время хуже, чем вам. И если говорить о родителях, то это такие родители, у которых говорят: мама, мне плохо. А мама говорит: а мне как плохо? Думаешь, мне хорошо? Думаешь, мне легко? Мама, мне нужен психолог, у меня РПП. А ты думаешь, вот вообще-то вот да, ты думаешь, вот у меня не РПП? У меня тоже РПП. А еще у меня это и вот это. И вы не можете получить помощь от такого человека, потому что ему все время хуже, чем вам. Ну, лишь, по крайней мере, не лучше, чем вам. Четвертый тип деструктивного партнера — это, я не очень поняла, не очень придумала, как его назвать. Это партнер, который поддерживает ваше РПП в открытую. Это худший вариант партнера для человека с РПП. Худший. Это вот это те самые фидеры у людей с огромным весом, которые их кормят, раскармливают, пока они не потеряют подвижность и не умрут. У людей с анорексией, они бывают у людей полных, с компульсивным перееданием, или у анорексиков. У булимиков нет. Булимики внешне выглядят нормальными. Там как бы никто не будет искусственно поддерживать эту систему, чтобы человек объедался и рвал. Там скорее будут какие-то такие мелкие провокации у саботирующих партнеров. Вот этот вот партнер, который прямо поддерживает вашу болезнь в открытую, это человек, который, если вы пытаетесь, вот у вас компульсивное переедание, вы пытаетесь с этим что-то сделать, у вас там уже все болит, суставы, у вас уже диабет, у вас уже куча проблем со здоровьем, а он говорит: а мне нравятся полные, кушай, дорогая. А мне нравится, это так красиво. То есть это люди-фетишисты, у них сексуальная девиация. Им нравится, что человек очень-очень полный, и они сделают все, чтобы вы стали еще крупнее, даже если вам за это придется заплатить здоровьем или жизнью, потому что они извращенцы. У анорексиков тоже такие бывают, которые говорят: ой, а мне так нравится, ты как дюймовочка, ты такая тоненькая, ты такая хрупкая, ты как маленькая девочка, у тебя такая фигурка, у тебя ни сисечек, ни попочки, ты как маленькая девочка, мне так нравится, только не поправляйся, только, пожалуйста, не поправляйся, не превращайся в этих баб с телесами, вот не превращайся, только не поправляйся. И естественно, такой партнер, это, как правило, как правило, партнер, сексуальный партнер. Такой партнер, естественно, он будет поддерживать вашу болезнь любым способом. И если это доведет вас до смерти, тем лучше. Тем лучше. Если вы начнете выздоравливать, он вас разлюбит. И он очень четко дает вам это понять. Это худший вариант. Если вот с первыми тремя типами партнеров там еще можно как-то договариваться, они могут на самом деле вас любить и на самом деле желать вам хорошего. Просто они как-то вот, у них как какие-то свои тараканы, из-за которых вам осложняется жизнь. Вот этот тип партнера, он вам хорошего не желает, он желает хорошего себе. Он желает, чтобы его сексуальная девиация, его сексуальное отклонение удовлетворялось.
Ему вообще все равно, что с вами произойдет. Если, не дай бог, у вас такой партнер, бегите, бегите, потому что вы за его любовь заплатите своим здоровьем или жизнью. Бегите сразу. Как бы вы его ни любили, спасайте свою жизнь. Еще один тип партнеров, которых тяжело назвать деструктивными, но ничего хорошего в этом тоже нет. Это спасающие партнеры. Это такие партнеры, это не касается родителей. Сейчас вот очень внимательно, потому что родители должны быть такими. Если только мы говорим если только мы не говорим о взрослых совершеннолетних людях, детях. Родители должны быть такими. А вот партнеры такими быть не должны. Это спасающие партнеры. Это партнеры, которые все прочитали про вашу болезнь, посмотрели все видео. Они все время находят вам терапевтов. Они все время находят вам какие-то книжки. Они все время несут вам какую-то информацию. Они оплачивают одного психолога, второго психолога, пятого психолога, всех одновременно. Они все время говорят вам, как будто выздорови, выздорови для меня, выздорови завтра. Я так хочу, чтобы ты выздоровела, выздоровей. А вы не можете, у вас не получается. Потому что вам нужны годы терапии, чтобы выздороветь. А он так хочет, чтобы вы выздоровели прямо завтра, что единственное чувство, которое у вас появляется, это сказать ему: оставь меня, пожалуйста, в покое, отстань от меня, дай мне спокойно есть и блевать, отстань от меня. Я не могу выздороветь, чтобы тебя порадовать, я не могу, я бы хотела, но я не могу. Почему это проблема? То есть он как бы не то чтобы деструктивный, он не вредит вам. Но проблема с таким партнером всегда одна. Если вы такой партнер, не будьте таким. Потому что проблема с таким партнером всегда одна. Такое партнерство убивает это партнерство. Чем больше вы будете помогать и стараться, и лечить этого человека, тем больше у вас будет разочарования, и тем меньше у вас будет любви. И тот больной, он будет видеть, как он разочаровывает вас, и будет разочаровываться в себе, и будет чувствовать, что он обязан выздороветь, и он не может выздороветь, и он будет видеть, как любовь исчезает из ваших глаз постепенно, и появляется раздражение, и появляется злость, и появляется вот это: да какого черта? Я же так стараюсь, чтобы ты выздоровела, а ты не выздоравливаешь и не выздоравливаешь. Да какого же черта? Вот это вот, какого черта ты не выздоравливаешь, как же ты замучила, появляется даже у родителей. Анорексия у подростков, которые долго не выздоравливают, которые упорно откатываются, которые упорно вот все равно продолжают и продолжают худеть. Эта анорексия может убить любовь или, ну ладно, не убить любовь, а сильно-сильно ее пошатнуть. Даже в родителях, потому что люди устают, люди просто вот все, они больше не могут это выносить. Им уже хочется сказать: хочешь умереть? Да умирай к чертовой матери. Вот делай, что хочешь, все, мне все с меня хватит. И представляете, каково это для ребенка услышать или понять, что твоей собственной маме уже все равно, умрешь ты или нет. И, конечно, это обычно вспышки какие-то эмоциональные, если мы говорим о родителях. Но это очень болезненно, очень. А когда это любовные отношения будут обязательно разрушены этим. Вы не сможете любить человека с РПП долго, если вы такой партнер. Рано или поздно вы разочаруетесь и обвините его в этом. А вот шестой тип партнеров – это тип партнеров, которые могут иметь отношения с людьми с РПП долго. И эти отношения будут успешными. И эти отношения будут хорошими, они будут приятными для всех, главное, они будут долгими. Этот шестой тип хорошего, здорового партнера отличается тем, что
этот партнер занимает такую позицию, знаете, то есть я помогаю, когда ты меня просишь, и так, как ты меня просишь. Вот ты попросила меня сделать или не делать то-то и то-то, и я это спокойно делаю или не делаю. Я не оцениваю, я не спасаю тебя, я не решаю твои проблемы за тебя. Ты попросила меня о помощи, я помогаю. Я не думаю о том, правильная это помощь или неправильная это помощь. При этом я сохраняю здравый смысл, я не потакаю тебе, я сохраняю здравый смысл. Ты говоришь мне, не делай так-то или не говори этого, не комментируй, пожалуйста, мою внешность. Ну хорошо, мне не трудно, я не буду. А если ты меня не просишь помогать, я не помогаю. Я не навязываю свою помощь, я не спасаю тебя. Я признаю, что ты взрослый и отдельный от меня человек, и я позволяю тебе решать твои проблемы самостоятельно. Я рядом с тобой, когда тебе нужна будет поддержка. Я обниму тебя после срыва, я подержу тебя за руку, если тебе это нужно. Если ты хочешь, чтобы я не обращал внимания на твой срыв, я не буду обращать внимание на твой срыв. Если тебе нужно запереться в туалете и блевать в течение 2 часов, я позволю тебе это делать. Не потому, что мне все равно, мне не все равно. Я рядом с тобой, я сочувствую тебе, я помогу немедленно, как только ты меня попросишь. И как только ты мне скажешь, пожалуйста, не позволяй мне срываться, я буду помогать тебе. Но если ты мне скажешь, так, все, это не работает, пожалуйста, не трогай меня, я отойду в сторону. Потому что это твоя проблема и твоя болезнь. И моя задача быть рядом тогда, когда я тебе нужен. И все. И вот такие отношения могут длиться с человеком с РПП очень долго. И они будут счастливые. И человек с РПП будет знать, что его близкому не все равно, потому что он в любой момент сможет рассчитывать на помощь, но только тогда, когда она нужна. Вот. То есть 5 типов деструктивных партнеров — это потакающий, саботирующий, конкурирующий, поддерживающий болезнь и спасающий. И только один тип здорового партнерства, когда вы уважаете человека, уважаете его болезнь, уважаете его выбор и готовы помочь тогда, когда вас об этом попросят. Ну и все. И вы любите этого человека вместе с его болезнью. Не говорите ему как спасающий партнер: я буду любить тебя, но ты должна выздороветь. При условии вы любите его в том числе и неспособным выздороветь. Вот как есть. Не превращаясь в потакающего партнера, заметьте, потому что вы не помогаете болезни. Вы не помогаете человеку себя убивать. Не помогаете. Вы помогаете ему выздоравливать тогда, когда ему это нужно. И эта грань супер важна. Супер важна. И когда я сказала, что если человеку нужно 2 часа проблевать в туалете, а вы ему это позволяете, это не про потакание. Это просто про понимание того, что сейчас он по-другому не может, этот человек. Что вот он сейчас по-другому не может. И это просто так. И вам от этого может быть больно, вам от этого может быть грустно. Но это вот так. Ваш любимый болеет, он болен, к сожалению. Вот. Вот, собственно, все, что я хотела сказать про типы партнеров. Еще раз обращаю внимание, что это касается любых отношений, не только любовных, а отношений с родителями тоже. Если вам... Это было такое не длинное видео, я очень быстро пробежалась по всем партнерам. Если вдруг вам захочется узнать о каких-то типах партнеров поподробнее, может быть, о всех, пишите в комментариях, какие видео вы хотели бы получить с более подробным объяснением.
А на этом, собственно, все. Подписывайтесь на мои социальные сети. Ссылки на них, как всегда, в описании к этому видео. На мой телеграм-канал. Там есть группа поддержки, точнее, группа для общения людей с расстройством пищевого поведения. Там все выздоравливают, никакого, по крайней мере, пытаются, никакой токсичной поддержки всех этих Мия, Анна, вот это все. Не, боже упаси. Поэтому это для тех, кто выздоравливает или хочет выздороветь. И такая группа для общения. И не забывайте, что через социальные сети вы можете меня найти, если я вам нужна. Пока!